Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Правительство Эстонии инициирует строительство АЭС. Мощность планируемой электростанции может составить порядка 600 мегаватт. Борис Леонидович, а это вот такой вот тренд особый у эстонцев на фоне либерализации атомной энергетики? Или они уже что-то планировали такого? Первый раз информация об этих эстонских атомных электростанциях появилась в 2018 году. Новость не новая, но с учетом некоторых особенностей Эстонии, видимо, решили обновить, чтобы население не забыло или бог его знает. Изначально речь шла о проекте GE Hitachi, реактор BWRX-300, BW и так далее. Это наиболее продвинутый из тех, что мы видим вообще на Западе проектов атомных станций малой мощности. 300 мегаватт – это электрическая мощность, и как раз это подпадает под критерии МАГАТЭ, атомные станции малой мощности, атомные энергоблоки малой мощности. Это до 300 мегаватт по электрической мощности. Проект, я считаю, наиболее продвинутым, потому что получено разрешение на строительство от государственного регулятора Канады. И, собственно говоря, там ожидается начало уже в этом году. Изначально Эстония говорила именно об этом. После того, как появится первый референдный блок в Канаде, уже тогда переговоры были на продвинутой стадии с госрегулятором, можно говорить об адаптации этого проекта для Эстонии. 300 мегаватт и два блока, с учетом того, что объединенная энергосистема Эстонии отнюдь не крупная, вполне достаточно. Так что в связи с чем эта новость появилась еще раз, мне сказать сложно. Проект от General Electric вполне традиционные, кипящие так называемые реакторы. General Electric таких электростанций строила много, разной мощности, в том числе и в Японии небезызвестные блоки атомной электростанции Фукусима. Это тоже блоки от General Electric, те самые кипящие. Отличается от водоводяных ровно одним. Вода закипает прямо в активной зоне, и вот этот пар сразу подается на турбину. Отличие есть еще и в стоимости. Такие реакторы значительно дешевле, ниже давления, соответственно, не такие требования по металлоемкости и так далее, и так далее. В свое время это были реакторы второго поколения, так называемые. То есть, если реакторы первого поколения – это период просто освоения знаний, освоения технологий, как из энергии ядра атома урана получить электрическую энергию, о безопасности, о коммерческой выгоде, тогда особо не думали, первые шаги, то второе поколение – это то, где для эксплуатации уже не требуется оператора с учеными званиями, может эксплуатироваться уже как обычная электростанция. То есть специалисты не академического уровня, так скажем, вполне способны на это. Был момент, когда General Electric разрабатывала более мощные мегаваттные проекты, были получены лицензии на тысячи мегаваттники в Соединенных Штатах, но так и не срослось у них с началом строительства, то ли по финансовым причинам, то ли еще по каким-то, но так или иначе было отложено в долгий ящик. Аналогичная ситуация была на территории Великобритании. Тоже первые этапы получения лицензии от государственного регулятора прошли, но дальше не двинулись. И, видимо, сотрудничество с японцами позволило немножечко коммерциализировать, так, наверное, надо выражаться, этот проект. Будем наблюдать, удастся ли начать строительство. Ситуация, как всегда, была связана с финансированием, но вроде бы сейчас эти проблемы решаются. Единственное, что очень сложно ориентироваться на то, что там действительно происходит. Основная информация идет в виде пресс-релизов GE Hitachi, а можно ли им доверять на 100%, мне сказать сложно. Ну и кроме того, если говорить о больших планах, кроме провинции Онтарио, заявки на рассмотрение в самих Соединенных Штатах, но, как бы это сказать, не очень давно подано, 21 мая 2025 года. Может быть, в связи с этим новости, так сказать, из Эстонии появились именно сегодня.
В Польше есть соглашение о строительстве какого-то невероятного количества этих атомных энергоблоков. Планируется, если верить документам, которые были подписаны, 60 блоков. Ну, пока идет предлицензионный процесс, заявка подана, все на рассмотрение. В Великобритании первый этап лицензирования пройден в конце прошлого года, но напомню, что процедура лицензирования в Великобритании отличается от всех других стран. Там не два этапа, а три. То есть, если в обычных случаях первая лицензия сама технология, вторая лицензия – это с привязкой к местности, то есть с учетом всех геологических условий и прочего, то в Британии еще и третья имеется. И, соответственно, в Эстонии пока только на уровне переговоров о том, что будет лицензироваться, но это, разумеется, связано и с тем, что происходит в Эстонии. Там необходимо создавать сам государственный регулятор, для этого нужны специалисты, это нужно будет согласовывать с МАГАТЭ и так далее. Что касается Канады, то решение госрегулятора там довольно своеобразное. Сейчас выдана лицензия на строительство, то есть как бы все в порядке. Но при этом оговорено, что на эксплуатацию такого атомного энергоблока потребуется дополнительная лицензия. Стартуют там с одного блока, потенциально то место, которое определено, до 4 таких блоков, то есть общая мощность 1,2 гигаватта, вполне прилично. И здесь решение тоже посмотреть, что из этого получится. Напомню, что основная идеология атомных станций малой мощности, они же малые модульные реакторы, максимум работы производится на заводе, с тем, чтобы на площадке подготовили только фундамент и максимум в режиме крупных игрушек Лего. Тогда не требуется большого количества на самой площадке, не требуется специалистов такого высокого уровня. Строительство реактора в заводских условиях – это всегда дешевле, всегда качественнее, и есть надежда на то, что, конечно же, и быстрее. Ориентировочное время строительства таких блоков составляет 3 года. Поэтому, когда в Эстонии говорят, что если все будет хорошо, то строительство начнется в 1935 году, они совершенно правы. К этому времени в Онтарио могут действительно быть приняты в эксплуатацию все 4 реактора. Вот такие новости об атомной Эстонии. Единственное, что я не очень понимаю, как они будут решать проблему с созданием государственного регулятора. Найдут ли они достаточное количество атомщиков, которые согласятся работать в этой стране. Система высшего образования и в советские времена таких специальностей не было. То есть как они это будут... я надеюсь, что в Европе где-нибудь найдутся специалисты и, может быть, там решат каким-то образом, если, конечно, к тому времени Евросоюз будет на месте, и так далее. Но это уже, простите, к политикам. Вот. Что касается, зачем это Эстонии нужно, основа до сих пор остается все та же сланцевая энергетика. То есть добыча сланцевой нефти началась отнюдь не в Соединенных Штатах. В Эстонии это научились делать в десятые годы прошлого века. Что касается закрытия, то первые 2 блока Балтийской ГРЭС были закрыты в 2019 году. Достаточно серьезная проблема для Эстонии была, потому что порядка 20% установленных мощностей разом взяли и выключили. Это была одна из тех причин, почему Эстония не участвовала в тестовых испытаниях работы без кольца БРАУ. На тот момент было не до этого, надо было стабильность объединенной энергосистемы удержать. 2 кабеля соединяют Эстонию с Финляндией, начиная с 2013 года до 2020 года шли поставки электроэнергии в Россию. Если посмотреть отчеты системного оператора, то можно с удивлением обнаружить, что перетоки шли с плюсом в пользу Эстонии. Связано это было с тем, что умудрились построить новую электростанцию на европейские деньги. Строила американская компания Аувери. Она не самая мощная, 270 мегаватт, но тем не менее, поскольку все остальные старые блоки на тот момент работали, в Эстонии действительно была энергопрофицитна. Больше всего этому удивились финны, когда прокладывали кабель, рассчитывали на то, что Финляндия будет поставлять электроэнергию в Эстонию, получилось ровно наоборот. И на тот момент, пока все было в строю
Эстония среди своих соседок была энергетически самой независимой, поставлялась электроэнергия и в Латвию. С Латвией была практически полностью объединенная энергосистема, каскад гидроэлектростанций на Даугаве и тепловая энергетика в Эстонии друг друга уравновешивали, позволяли вовремя уходить в плановый предупредительный ремонт и так далее. В 2019 году два блока были остановлены, законсервированы. В 2023 году оборудование этих электростанций было перевезено на территорию, подконтрольную Киеву. Может быть, такой способ утилизации, может быть, за это еще и денег удалось получить, сказать сложно. Но с учетом перспективы закрытия этих нарских электростанций, появление атомной генерации, да, уравновесит, тем более, что касается работы кабелей, ну, мы наслышаны, кто-то их там якорем цеплял, и прочие события происходили. Что касается того, почему можно быть уверенным, что переработка сланца продолжается, совсем свежее событие. Судно, отчалившее от причала порта силами, было задержано нашими пограничниками, досмотрено и так далее, и так далее. Перевозилась эстонская нефть, или, если в обычной нашей фразеологии, эстонское сланцевое масло. Значит, производство продолжается, значит, компания Элифит была такая по-прежнему в строю, именно она занималась этим производством, значит, более-менее у них там все в порядке. Другое дело, что с силами, ну, достаточно значимое место на карте Советского Союза. Я уж не знаю, как там на карте Эстонии, но первый горноперерабатывающий комбинат, работающий по урану, по добыче урана, по обогащению руды, содержащей уран, это комбинат номер 7, город с силами. В эстонские времена там никакого города не было. Действительно, очень серьезный комбинат. И если говорить о планировании, где будет строиться будущая атомная электростанция, если такое случится, то будет строиться именно в Силами, просто потому что и с геологической точки зрения там все в порядке, никаких колебаний почвы не предвидится. И, собственно говоря, хранилище для низкообогащенных отходов там уже имеется в действии. Все, что было на комбинате, аккуратно упаковывалось, с этим никаких проблем нет. Там же на комбинате Силами в советские времена один из центров переработки, получения, так скажем, редкоземельных металлов, достаточно загадочная промышленная география, добывался, руда добывалась на Кольском полуострове, после этого отправлялась в Пермский край на обогащение. Кольские лапариты – это 8 редкоземельных металлов. Соответственно, сначала обогащалась руда, выбиралась пустая порода, и для разделения редкоземельных металлов на изолированные, так скажем, металлы отправлялась еще и в Эстонию. То есть вот так, такие круги наматывала по Советскому Союзу руда редкоземельных металлов. Достаточно долго сотрудничество продолжалось до той поры, пока мы добывали руду. Напомню, что в 2002 году мы это прекратили. Причина – это уже отдельная история. Ну и, соответственно, специалисты в Силаме остались без эстонской руды. Это не сильно их огорчило, потому что к этому времени комбинат был приватизирован, и следующие более 10 лет перерабатывалась руда редкоземельных металлов, которая поставлялась из Соединенных Штатов Америки. Вот такая была комбинация. Было это все совершенно рентабельно, несмотря на то, что добыча в Соединенных Штатах велась в Апалачах, в горах. В порт доставлялась не железной дорогой, а автомобилями большегрузными, переправлялась через Атлантический океан, перерабатывалась, тем не менее это было рентабельно. Прекращено это было не в связи с проблемами, которые возникли в Эстонии, там холдинговая горнодобывающая компания в Соединенных Штатах разорилась по каким-то причинам, я не выяснял. Технология есть. Напомню, что Росатом уже строит соликамские производственные линии, которые будут выделять отдельные химические элементы из руды цветных металлов.
На всякий случай, северо-восток Эстонии – это те места, где до 80% населения имеет российское гражданство. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Все новости проекта появляются первыми именно там. Всем всего доброго.